А вчера утром мы обсуждали различные виды знания и различные виды невежества, которые были созданы Господом Брамой. In the 17th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna talks about austerity of the body, speech and mind. В 17 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что такое аскеза ума, тела и речи. Are you aware of that? Вы знаете об этом, что в 17 главе об этом говорится? Krishna explains what is the meaning of austerity of the body, what is the meaning of austerity of the tongue, and what is the meaning of the austerity of the mind. Кришна объясняет, что такое и какова цель аскезы ума, речи и тела. The mind we discussed briefly yesterday. Вчера мы вкратце объяснили, что такое аскеза ума. So we're not going to touch on that today. Поэтому сегодня мы не будем это обсуждать. But I thought we could discuss the austerity of the body and the tongue. Но я думаю, что мы обсудим аскезу языка и тела. Do you mind if we close this? Никто не против, если закроем? Yeah, I'm really sorry. I have a bad throat. Извиняюсь, просто поэтому. As we know, tapasya is the key to spiritual advancement. Как мы знаем, тапасия — это ключ к духовному продвижению. As Lord Rishabdeva has explained, the human life is meant for austerity, for the pleasure of the Lord. Как объясняет Господь Ришабдев, это тело предназначено, точнее, эта жизнь предназначена для аскезы, чтобы удовлетворить Господа. And how can you serve the Lord? И как можно служить Богу? With your body, with your speech, and your mind. Ему можно служить, используя тело, речь и ум. That is the key. These are the three instruments through which you serve the Lord. Это и есть ключ, те три инструмента, через которые можно служить Богу. So let us see what Krishna has to say on these points. Посмотрим, что Кришна говорит об этом. Okay. So actually I could have had the Sanskrit words written on the board, but it's not written. Do you want to try repeating the Sanskrit after me? Хотите ли попытаться повторить санскрит? Yes. Дева, какие? Русский гита. Может ли кто-то русскую гиту дать? Русский гита нету. Я не смогу без гиты. We need русский гита. Также чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Комментарий о божественности Шрилы Прабхупады. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов тапасий и воздержаний. Сначала он говорит о тех видах тапасий, которые относятся к телу. Следует оказывать или учиться оказывать почтение Богу или полубогам, достойным браманам и духовному учителю, и старшим, таким как отец и мать, или же любой человек, или же любому человеку, познавшему Веды. Всем им нужно оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать свою внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, что не имеется, на что не имеется указаний в священных шастрах. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо шастры дозволяют их лишь в браке. Это называется целомудрием. Таковы виды тапасий и воздержаний, относящихся к телу. Om Gyanti Vedandasya Gyananjana Shalakya Chakshur Militanyena. Every aspect of devotional service. Кришна очень добр, он очень подробно объясняет каждую деталь преданного служения. For example, we talk about chanting without offenses. Например, мы обсуждаем воспевание святого имени без оскорблений. So Krishna also tells us what are the offenses and how to avoid them. И Кришна дает нам объяснение, что такое оскорбление и как их избегать. So Krishna is also telling us what are the austerities of the body, tongue and mind. И здесь также Кришна объясняет, что такое аскеза языка, тела и ума. He is giving us very detailed information. Он дает нам очень детальную информацию. First he says, austerity of the body consists in worshipping the Supreme Lord.
Первое, что он говорит, аскетизм тела заключается в том, что мы поклоняемся Верховному Господу. So how do we serve the Lord? Как мы можем поклоняться Господу? To the body, Мы можем служить Ему через the тело, different organs of the body, различными органами тела, our possessions. тем, что у нас есть. Bali Maharaj first surrendered to Vamandev his entire kingdom. Бали Махарадж отдал Ваманадеву все свое царство. Then Vamandev said, where can I keep my third foot? И затем, когда остался третий шаг, Ваманадев спросил, куда мне наступить третий раз? And what did he offer? И что предложил Бали Махарадж? Offered his body, his head. Он предложил свою голову. So the point is, surrender of the body is the perfection of life. Смысл в том, что предать тело, то есть отдать его в служение Господу, это совершенство жизни. You may surrender your wealth, but when you surrender your body in the use of the Lord is most pleased. Можно, конечно, отдать богатство, но если вы отдаете тело в служение Богу, то Господь доволен больше. So here Krishna says, use the body to worship the Supreme Lord. Итак, здесь Кришна говорит, используйте свое тело, чтобы поклоняться Верховному Господу. So, he wants to attend the class. Не хочет, да, с лекцию ходить? So, how can you use the body in service to the Lord? Итак, как использовать тело в служении Богу? Who is the best example we have ahead of us? Какой есть у нас самый замечательный пример этого? Как использовать тело в служении Господу? Amrish Maharaj. Правильно. Amrish Maharaj gave us he's a classical example of how he used the body and the senses entirely in service to the Lord. Амбариш Махарадж является самым совершенным примером, как он использовал тело и чувства в служении Господу. He used his eyes to see the beautiful form of the Lord. He used his legs to walk to the temple of the Lord. He used his hands to sweep the temple of the Lord. Он использовал глаза, чтобы смотреть на прекрасную форму Господа. Он использовал ноги, чтобы ходить в храм. Использовал руки, чтобы подметать храм. He used his nose to smell incense of flowers offered to the Lord. Он использовал нос, чтобы вдыхать аромат благовоний, предложенных Господу. He used his tongue to glorify the Lord and to taste Krishna Prasad. Он использовал язык, чтобы прославлять Господа и также вкушать Кришна Прасад. He used his ears to hear the glories of the Lord. Он использовал свои уши, чтобы слушать о славе Господа. So Amrish Maharaj is one of our spiritual heroes. Итак, Амбариш Махарадж является одним из духовных героев. In material life, people have heroes. Am I right? В материальном мире у людей есть герои, правильно? Like Michael Jackson's a hero to millions of people all over the world. Like Michael Jackson's a hero to millions of people around the world. И как Майкл Джексон и другие люди. Like Michael Jackson is a hero to millions of people all over the world. Майкл Джексон, он является героем для многих миллионов людей в этом мире. There's sports stars who are heroes, movie stars who are followed by their followers. Есть спортивные звезды, есть кинозвезды, у которых есть много последователей. You go to rooms of youngsters all over the world. What do they have? Pictures. Why the famous movie stars, pop stars, sports stars. Если вы зайдете в комнату какого-нибудь юноши или девушки, у него всегда там на стенах развешаны плакаты и картины поп-звезд и так далее. Ваша страна тоже. So, these people are the heroes in their lives. Итак, эти люди являются героями их жизни. Instead of having Krishna as the object of worship, they have all these movie stars, sports stars, etc. as the object of their worship. Вместо того, чтобы у них был Кришна как объект поклонения, они вешают этих героев как объект поклонения. But in spiritual life, we also have our heroes. Но в духовной жизни у нас также есть свои герои. And these heroes are all there in the Srimad Bhagavatam. И все они описаны в Шримад Бхагаватам. So when it comes to utilization of the body in service to the Lord, our classic example is Amrish Maharaj. Итак, когда мы говорим о том, как использовать тело в служении Богу, наш классический пример – Амбариша Махарадж. Two key instruments
in the body are? Какие два главных инструмента в теле? The tongue and the ears. Нет, язык и уши. То есть, да. The tongue and the ears are the key instruments in the body. Уши и язык — это два главных инструмента тела. And how to use the tongue and the ear? А как использовать правильно язык и уши? We have a wonderful example. We have a wonderful example of Jad Bharat. У нас есть совершенный пример Джада Бхараты. We read about this wonderful story in the 5th canto of the Bhagavatam. Эту замечательную историю можно прочитать в 5-й песне Шримад Бхагаватам. Jad Bharat, in one of his previous births, was the emperor of the planet. Джада Бхарата в одной из своих предыдущих жизней был императором всей планеты. Though he renounced everything, he unfortunately got attached to a deer. Хотя он отрекся от всего, к сожалению, он привязался к олененку. Searching for the deer, he died. И в поисках олененка он умер. What does Krishna say in the Bhagavad Gita on this point? Что по этому поводу говорит Кришна в Бхагавад-гите? Yam yam api smaran bhavam. Wherever your mind is at the moment of death, that's where you get transport. Куда ум, о чем ум думает в момент смерти, туда вы и попадаете. So he had to take his body in the birth of a deer. But Krishna also says the devotional service never goes in vain. Так он родился оленем, но Кришна также говорит, что преданное служение не проходит даром. So he didn't have to stay for long in the body of a deer, and he soon took his birth in the family of a Brahmana. И так он недолго оставался в теле оленя, вскоре он родился в семье браманов. And in the family of a Brahmana, he was known as Jad Bharat. И там его имя было Джада Бхарата. In English they say, once bitten, twice shy. Кто знает, как перевести на русский? Once bitten, twice shy. That is if you... Huh? Можно? Кто подскажет? Помочь? If you made a mistake once, then you'll hesitate twice before doing it. Смысл в том, что если вы однажды совершили ошибку, то в следующий раз вы 2 раза подумайте. So Jad Bharat, he resolved in this birth that now he was not going to that he was going to act in society as if he was deaf and dumb. Итак, Джада Бхарата, сделав эту ошибку, он решил, что он будет действовать в человеческом обществе и будет действовать как глухой и немой. So he was acting in society as if he was deaf and dumb. И так он и поступал, как будто он глухой и немой. So people were making fun of him, И люди над ним смеялись. ridiculing him. Они бегали за ним. But still he was determined. But in his mind, he was constantly thinking of the Lord. Но он был решителен и в своем уме постоянно думал о Боге. Once he was called upon to help carry the palanquin of a king. Однажды его взяли, чтобы он помог нести паланкин царя. What was the name of the king? Как звали царя? King Rahugana. Царь Рахугана. And Jad Bharat, because he was a Brahmin, he was so cautious that he would not even keep his feet on the ground till he saw that at least for the next 3 feet there were no ants on the floor. И Джада Бхарата, он был таким, он применял ненасилие, как браман, и он смотрел, чтобы в радиусе 3 шагов не было ни одного муравья, чтобы он не наступил на них. He was so cautious. Он был так предостерегал от наступления на муравьев. So the speed of the palanquin, instead of going faster, became slower. Because the other palanquin carriers were pulling, running, but Jad Bharat was slowing them down. И так получилось так, что 3 носильщика несли быстро, а Джада Бхарата нес медленно, и поэтому паланкин он начал сотрясаться. So the king got very angry. И царь сильно разгневался. The king said, "Why is my palanquin going slow?" Царь спросил, почему паланкин движется медленно? And all the palanquin carriers said, "Sir, it's not us. It's this new man that we added to our team. That's the cause." И остальные носильщики сказали, господин, это не наша вина, это вот тот новый, которого мы взяли нести паланкин. So the king started chastising this Jad Bharat. Итак, царь начал отчитывать Джада Бхарату. But then Jad Bharat used his tongue and he began to speak. Итак,
Джада Бхарата затем начал использовать свой язык и начал говорить. And he spoke like a lion and gave the philosophy to the king. И он говорил подобно льву и объяснял царю философию. And in the end what happened? The king got down from his palanquin and surrendered and became a disciple of Jada Bharata. И что произошло в конце концов? Царь слез с паланкина, он поклонился и затем стал учеником Джада Бхараты. Now we gave you the story in brief to make one point. Мы вкратце рассказали эту историю, чтобы отметить один момент. Jada Bharata pretended that he was deaf and dumb, but when it came to speaking the philosophy, he spoke like a lion. То есть Джада Бхарата притворялся немым и глухим, но когда нашел момент, когда нужно было рассказать философию, он говорил подобно льву. So what does this mean to all of us? Что это может означать для всех нас? What's the message for us? Что мы можем из этого извлечь? Who knows? Тогда, когда нужно. To use the tongue for preaching the philosophy, glorifying the Lord, or for Krishna Katha, or for something essentially related to Krishna consciousness. Нужно использовать язык для того, чтобы прославлять Господа, проповедовать философию, говорить Кришна Катху, то есть должны быть вещи, связанные с Богом. And avoid using the tongue and the ears for what is undesirable for spiritual advancement. Избегать использовать уши и язык для того, что неблагоприятно для духовного продвижения. Chaitanya Mahaprabhu gave very valuable instructions to Sanatana Goswami that are in the 22nd chapter of the Adi Lila. Во второй главе Лилы Господь Чайтанья дает очень важный... 22nd chapter of the Adi Lila. Yeah. В 22 главе Антилилы, Adi Ади-Лилы Господь Чайтанья дает очень важные наставления Санатане Госвами. So Chaitanya Mahaprabhu explained 6 principles of Sharanagati. Он объясняет там 6 принципов Шаранагати. Have you heard of the word Sharanagati? Вам знакомо слово Шаранагати? Yeah. Thakur Bhaktivinoda wrote a beautiful poem called Sharanagati. Такой Бхактивинод написал очень красивую поэму под названием Шаранагати. Thakur Bhaktivinoda wrote nearly 100 poems. Такой Бхактивинод написал больше 100 книг и поэм. Though he was in the Grihastha ashram, having a big family, he was the empowered representative of Chaitanya Mahaprabhu. He would sleep only 3 hours a day. The rest of the time, he was just serving the Lord and doing his judicial duties. Он был грехаской, и в то же время он был уполномоченным представителем Господа, потому что он спал не более 3 часов в день, в то же время выполнял свои обязанности судьи и все время писал об книге о Господе. If you ever get a chance, please read this poem Sharanagati. Если у вас появится такая возможность, пожалуйста, прочитайте эту поэму Шаранагати. Very beautifully he describes the mood of a Vaishnava. Он замечательным образом там объясняет настроение Вайшнава. Anyway, this word Sharanagati is taken from Chaitanya Mahaprabhu's instructions to Sanatana Goswami. Так или иначе, это слово Шаранагати, оно взято из наставлений Господа Чайтани Санатани Госвами. So Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami, a devotee accepts everything favorable for spiritual advancement and rejects everything unfavorable for spiritual advancement. И Чайтанья Махапрабху объясняет там, что преданный принимает все, что благоприятно для преданного служения, продвижения, и отвергает то, что неблагоприятно. So that is a guide. So Prajalpa is unfavorable for spiritual advancement. Итак, мы знаем, что праджалпа неблагоприятна для духовного продвижения. Krishna Katha is favorable for spiritual Кришна advancement. Катха благоприятна для продвижения. So these are important guidelines that we can meditate on. Это очень важные пункты, на которые можно медитировать. So use the body to serve the Lord. Нужно использовать тело в служении Богу. Then the Brahmanas. Следующие браманы. Who is a Brahmana? Кто является браманом? One who has a Brahmanical thread? Тот, у кого есть браманический шнур? Да. Or one who has qualities? Да, тот, кто имеет качество. What does Krishna say in the 4th chapter of the Gita? Что говорит Кришна в 4 главе Бхагавад-гиты? Chaturvida bhajante mam. You know, he says, Chaturvarna maya shishtam guna karma vibhagataha. This division of society in its social and spiritual orders is actually created by me. Кришна говорит там, что эти 4 варные ашрама, они созданы на самом деле мной. So a Brahmana is one who has certain qualifications. Итак, браман это тот, кто обладает определенными качествами.
Someone may argue and say that the Shastras it is said, Kala Sudra Sambhava. Кто-то может поспорить и сказать, в шастре говорится «Калау Шудра Самбавах». Вы знаете? Знаете перевод? So what does this mean, Kala Sudra Как переводится? Sambhava? In Kali Yuga we are all Sudras. В Кали-йогу мы все шудры. So you say, how can you become Brahman? Как же можно стать браманом, вы можете спросить? You can, Не by можете. following the process. Вы можете, если будете следовать процессу. You may not become a Brahmana of the caliber of the previous ages. Вы, может быть, не станете таким же браманом, которые были в прошлой эпохе. In the previous ages, the Brahmanas could light fire just by chanting mantras. В прошлой эпохе браманы могли зажигать огонь, просто повторив мантры. Tolka. They didn't need cigarette lighters or matchboxes. Им не нужно было спички или зажигалки. So obviously, you can't become a Brahman at that standard. isn't it? Конечно, таким браманом вы не сможете стать. We can certainly, when we talk about Brahmanas, we mean about genuine Brahmanas. Но когда мы говорим о браманах, мы имеем в виду истинных браманов. Like when ISKCON, many devotees have become Brahmanas, and they are generally trying their best to act as Brahmanas. Например, в ИСККОН преданные становятся браманами, и они искренне пытаются действовать как настоящие браманы. To serve the Brahmana. Итак, служите браманам. It's a privilege to be of service to any Vaishnava. Это большая привилегия иметь возможность служить любому вайшнаву. And a genuine Brahmana is a well-wisher of everyone. А настоящий браман, он является доброжелателем каждого. Krishna had a friend who was a very poor Brahmin. У Кришны был друг, и он был очень бедным браманом. Как он зовут? Сюда. Судама. Он зовут Судама. So he was very poor. И тот браман был очень бедный. And his wife, she was also very skinny. И жена также, соответственно, была очень худая. She had only 1 or 2 saris. У нее было одно, может быть, 2 сари. But she knew that его муж есть хороший друг. She knew her husband had a rich friend. Но она знала, что у ее мужа есть очень богатый и хороший друг. So she would say, why don't you go and meet your rich friend? Она сказала, почему бы тебе не сходить в гости к своему хорошему другу? So he finally agreed, I'll go and meet my rich friend. Ну, в конце концов, он согласился, сказал, хорошо, я схожу. So as he was going, he said, what present can I take for my rich friend? Когда он уже отправлялся, он сказал, какой я подарок с собой захвачу? And all they had in their house was some grains of rice. Они нашли только немножко дробленого риса. Anyway, Krishna received his Brahmanical friend with the greatest of honor. Итак, так или иначе, Кришна, он принял этого брамана, своего друга, с величайшей честью, с величайшими почестями. He washed his feet. Он омыл его стопы. You know that? Знаете? But Narada Muni came there, Krishna washed his feet. Narada Muni also when he came to Когда Dwarka. Нарада Муни приходил к Кришне, Кришна также омывал его стопы. Krishna preaches by example. То есть Кришна проповедует своим примером. So Krishna showed us how to receive a genuine Brahman. Итак, Кришна показал, как мы должны принимать истинного брамана. So the two began to recall their childhood days. Они начали вспоминать свои детские дни, когда они ходили вместе в Гурукулу. How they served Sandipani Muni. Как они служили Сандипани Муни. And then Sudama departed for his home. Затем Судама он собрался и пошел домой. On the way, Sudama was thinking, oh, I didn't even ask my friend why I went to him. Судама по дороге назад думал, ой, я даже не спросил своего друга того, зачем я к нему шел. What am I going to tell my wife now? Что же я теперь скажу своей жене? She's going to ask me, did you talk to your friend about our poverty? Она спросит меня, ты поговорил со своим другом о нашей бедности? So he was just thinking like that. Вот такие мысли у него были. And he came back to his old place of residence. И он пришел в свое место, где он жил. And what did he see? И что он там увидел? His hut was gone. У него не было там хижины. Instead of the palace there. Там вместо нее стоял огромный дворец. Beautifully decorated with ornamented. И он был очень прекрасно, красиво украшен. And there was his wife. И там была его Dressed жена, up
in ornamented and all silk sari. То есть она была одета в очень красивое шелковое сари. So he could understand that all this could only have been done by the mercy of his friend Krishna. И он понял, что это могло произойти только по милости его старого друга Кришны. Now we don't want you to start getting expectations that you're also going to become a Brahmin, and then when you go back home from the temple, you can expect a palace and all the opulence that the Sudama Brahmin saw. Мы, конечно, не говорим вам, что вы станете, пусть вы станете хорошим браманом, затем вы вернетесь как-нибудь один день домой, и у вас там будет вместо дома дворец. And if you go back home and you don't see this opulence, and if you don't see your wife or husband opulently dressed, you say, oh boy, it didn't happen to me. И вы будете и не расстраивайтесь, если вы придете домой и там не будет богатого мужа или жены, и не будет дворца. So the point is, the genuine Brahmana is very, very dear to the Lord. Смысл в том, что истинный браман на самом деле очень дорог Господу. And we should try to be genuine Brahmanas. И мы все должны пытаться стать настоящими браманами. Yesterday I gave you the story of Lord Ramachandra and the Brahmanas, how the Lord distributed all his jewelry to the Brahmanas, he and Sita, and they took it and gave it back. Вчера я рассказывал о Господе Рамачандре и браманах, и как Господь Рамачандра отдал все, что у него было, браманам, и затем они отдали ему как подарок все обратно. Use the body to serve the Brahmanas. Итак, используйте тело, чтобы служить браманам. Then use the body to serve the spiritual master. Затем нужно использовать тело в служении духовному учителю. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami describes the process of surrender. В Нектаре преданности Рупа Госвами объясняет процесс предания. He says, take shelter, Он говорит, примите прибежище, surrender, предайтесь, take initiation, примите инициацию, serve. служите. So here it says, serve the spiritual master. Итак, здесь он говорит, служение духовному учителю. A disciple serves the spiritual master by being true to his teachings. Ученик служит духовному учителю, будучи верным его наставлениям. As Prabhupada explained, the spiritual master is most pleased when he sees the disciple making spiritual advancement. Шрила Прабхупада объясняет, что духовный учитель удовлетворяется больше всего, когда видит, как ученик духовно продвигается. And he laments when he sees the disciple not making advancement. И он скорбит, когда видит, что ученик не продвигается. Prabhupada says the disciple should always be acting, thinking that his spiritual master is next to him. Прабхупада объясняет, что ученик должен поступать так и думать, что духовный учитель стоит рядом с ним. То есть, So use your intelligence to serve the spiritual master. Итак, используйте свой разум, как можно служить духовному учителю. We see a classic example in the case of Chaitanya Mahaprabhu. У нас есть классический пример случая с Чайтаньей Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu was a very prominent Sanskrit scholar. Чайтанья Махапрабху был очень известным ученым санскрита. He was known as Как его звали? Pandit. Его звали Пандит. Nimai Pandit. Нимай Пандит. He was known as Nimai because he was born under the neem tree. Его назвали Нимай, потому что он родился под деревом нимбу. And he was Pandit because he became a Sanskrit scholar at very prominent, at a very young age. А пандитом он стал, потому что он стал ученым в очень раннем возрасте. So Nimai Pandit was a very prominent Sanskrit scholar, and he was told by the Mayavadi sannyasis, why are you just chanting like a madman and not studying the Vedanta? You're such a prominent Sanskrit scholar. Итак, Нимай был очень известный ученый санскрита, и саньяси Майавади спросили его, почему ты не изучаешь Веданту, ты ведь очень известный ученый. What did Nimai say? Что ответил Нимай? My spiritual master thought that I was a fool. Мой духовный учитель считает, что я глупец. And he said, just chant Hare Krishna. Поэтому он мне говорит, просто повторяй Харе Кришне. Actually, Nimai approached Kesha Bharati for sannyas. На самом деле Нимай попросил Кешава Бхарати о саньясе. Nimai, one day, Nimai was chanting Gopi, 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 Gopi. Однажды Нимай повторял имена Гопи. In the mood of ecstasy. Он был в настроении экстаза. So there was a Sanskrit student who came and said,
What is this gopi, gopi, gopi you're chanting? Chant Krishna's name. What are you going to get by chanting gopi, gopi? Один ученик по санскриту, он подошел к нему и сказал, что ты получишь, повторяя имена Гопи? Повторяй лучше имена Кришны. So in love, am I, removed Krishna's name and went on the gopi, gopi, gopi. Но Нимай все равно повторял имена Гопи. This is a very advanced stage of devotional service. Это очень высокий уровень преданного служения. So Nimai was ready to beat this boy who was just ridiculing Nimai chanting gopi, gopi, gopi. И Нимай хотел уже побить этого студента, который останавливал его от повторения имен Гопи. So Nimai chased him. Нимай побежал за ним. And then this boy went to with thousands of other Sanskrit students, and they all went around town insulting Nimai. И затем этот студент рассказал своим друзьям, одноклассникам, и они тысячи пошли по городу и начали оскорблять Нимая. So Nimai started thinking, how am I going to save these people? И Нимай начал думать, как я могу спасти этих людей. They're being so offensive to me. Они так меня оскорбляют. Nimai was the supreme personality of Godhead. А я верховная личность Бога. Then what did he decide to do? И что он решил? Take sannyas. Принять саньясу. And for sannyas, whom did he approach? И за саньясой к кому он обратился? Keshav Bharati. So when he approached Keshav Bharati said, you are the supreme personality of Godhead, I'll do whatever you say. И когда он подошел к Кешаву Бхарати, тот сказал, ты верховная личность Бога, я сделаю все, что ты попросишь. Chaitanya Mahaprabhu served his spiritual master Ishvara Puri. He took sannyas from Keshav Bharati, but he was a disciple of Ishvara Puri. Господь Чайтанья, он принял саньясу от Кешава Бхарати, но он был учеником Ишвара Пури. You see the example of Ishvara Puri and Ramchandra Puri in dealing with Madhavendra Puri? Вы знаете эту историю, когда были два ученика Ишвара Пури и Рамачандра Пури, и их учителем был Мадхавендра Пури. Ramachandra Puri was a fault finder. Рамачандра Пури во всех искал недостатки. And Ishvara Puri served his guru like a menial servant. А Ишвара Пури служил своему учителю как смиренный слуга. In his old age, he would carry him on his shoulders. He wouldn't clean his stool and urine. Когда тот был в преклонном возрасте, Ишвара Пури носил его на себе, также убирал за ним. So Madhavendra Puri was very pleased with Ishvara Puri. Итак, Мадхавендра Пури был очень доволен Ишварой Пури. And he blessed him. May you become an instrument for distributing love of God all over the world. И тот благословил Ишвара Пури. Он сказал, будь инструментом того, как распространится любовь к Богу по всему миру. And what did he do to Ramchandra Puri? А что он сказал Рамачандре Пури? He said, get out of my vision. Он сказал, убирайся с глаз. If I die looking at your face, my whole life would have been wasted. Если я умру и в это время буду смотреть на твое лицо, то я потерял все равно, что я зря прожил жизнь. Why? Почему? Because Ramchandra Puri began to advise his guru. Advise his guru about impersonalism. Потому что Рамачандра Пури начал советовать своему гуру имперсональные всякие советы. And before that, he had been offensive to Chaitanya Mahaprabhu. Before that, no. А до этого он также оскорбительно относился к Чайтанье Махапрабху. And he had been offensive to all the Vaishnavas. И также ко всем вайшнавам. Especially sannyasis. Особенно к саньяси. He used to love to make fun of the sannyasis. Он очень любил подшучивать над саньяси. There's some people who love to make fun of sannyasis. Есть такие люди, они любят шутить над саньяси, знаете? So he would first feed the sannyasis. Сначала он кормил их до отвала. But they would say, no, we can't eat so much. Они говорили, нет, мы не можем так много есть. He would say it's Jagannath Prasad. Он говорил, нет, это просто Джаганнатхи. And then when they would eat, he would say, look at these artificial renunciates. Потом, когда они объедались, он говорил, посмотрите на этих искусственных отреченцев. So Ishvara Puri served his guru like a menial servant, and Ramchandra Puri was banished from his vision because of his offensive attitude. Итак, Ишвара Пури служил своему учителю как смиренный слуга, а Рамачандра Пури его прогнали за его оскорбление. A good example also is the way Lokanath Das
Goswami served Narottam Das Thakur. Еще очень замечательный пример, как Локанат Дас Госвами служил Нароттаму Дас Такуру. Narottam Das served Narottam Das served. Yeah, Narottam Das served Lokanath Das. Так наоборот, Нароттам Дас служил Локанатхе. Lokanath Das, I go to the night there. Narottam Das was the son of was a prince, Нароттама Дас был сыном принца, real prince, настоящего принца. but at the same time was a great devotee of the Lord. Но в то же время он был великим преданным Господа. So he wanted initiation from Lokanath Das. И он хотел получить инициацию у Локанатхи Даса. Lokanath Das would say, "No, I can't initiate you, you're so advanced." Локанат Дас отвечал: я не могу дать инициацию, ты и так продвинут. He insisted for a long time, but he won't. Тот настаивал долгое время, но Локанат Дас не хотел. Then one day in Vrindavan, Учителю, подобно глупому ученику. you know that story of the foolish disciple? Знаете эту историю с глупыми учениками? His guru was thrown off the horse and lying unconscious on the ground. Гуру упал с лошади и лежал без сознания. And the foolish disciple was checking in the list. Oh, did the guru say that if he is thrown off the horse, he should be brought to consciousness? Глупые ученики смотрели список и думали, написано ли здесь, что если он упадет, его самого нужно поднимать. He said, no. Guru didn't say that if he is thrown off the horse, he should be brought to consciousness. Нет, здесь не написано, значит его не надо поднимать, если он... So that his guru stayed there unconscious. Итак, гуру так и лежал там без сознания. And one elderly man was passing by and said, "Oh, this sadhu, he's lying unconscious. Bring water, bring him to consciousness." И какой-то пожилой человек проходил и сказал: о, саду лежит без сознания, быстро принесите воды. So when he came to consciousness, the guru said, "Why did you let me lie unconscious for such a long time?" И когда он пришел в себя, он спросил: почему вы заставили меня так долго лежать без сознания на земле? And he said, "Guruji, you did not put that on the list." Гуруджи, вас просто не было в списке. So don't serve the spiritual master like that foolish disciple. И так не надо служить духовному учителю, подобно этим глупым ученикам. And serve superiors, especially if they're God conscious. Итак, следующее. Служить старшим, особенно если они сознают Бога. Then cleanliness. Далее чистота. Cleanliness is very important. Это очень важно. It is internal cleanliness and external cleanliness. Есть внешняя чистота, есть внутренняя чистота. What is internal cleanliness? Какова внутренняя чистота? Cleansing of the heart. Очищение сердца. And external cleanliness? А внешняя чистота? Living in a clean environment. Жить в чистой атмосфере. Keeping the ashram clean. Нужно, чтобы ашрам был чистым. Keeping your house clean. Чтобы дом был всегда чистым. Keeping the temple compound clean. Keeping the temple area clean. Чтобы все в храме было чистым. After eating prasad, cleaning up that area. После того, как вы примете просад, тут же нужно помыть пол. It's not after you eat prasad, then you wait for the next servant to come and clean up the area. А не так, что когда вы вкусите просад, вы ждете, когда придет слуга и помоет там за вами. So cleanliness means after you eat it, then you also clean the area where you have eaten. Итак, вы поели, вы помойте там, где вы поели. If the cooks have cooked, then you also have to clean the kitchen after cooking. Если повара приготовили, им нужно вымыть кухню после приготовления. So cleanliness, as Prabhupada used to say, is next to godliness. И так как Прабхупада говорил, чистота следует рядом с божественностью. What is the examples of cleanliness that we see in the Chaitanya Charitamrita? Какой есть пример чистоты, который мы знаем из читания Чайтамриты? The cleaning of the Gundicha temple. Очищение храма Гундича. How Lord Chaitanya, with hundreds of his followers, was engaged in cleaning the Gundicha temple. Как Господь Чайтанья вместе с тысячами последователей очищал храм Гундича. They were bringing hundreds of buckets of water. Они приносили с Ганги много-много ведер воды. But they would not even talk. Но они даже не разговаривали при этом. They were all chanting Hare Krishna and just communicating with hands and cleaning. Они только воспевали Харе Кришна и руками объяснялись и мыли храм. And Lord Chaitanya would go personally and say who's collecting more dirt than others and who's not collecting enough dirt.
И Господь читания сам ходил и смотрел, кто собрал достаточно грязи, а кто собрал не очень много. And those who were collecting more dirt were made to train others who were collecting less dirt. И те, кто собирали много грязи, они обучали других, тех, кто собирает не так много. So what does this show? И что этот пример показывает? That even in spiritual life we have to train up each other. Также, в духовной жизни мы также должны тренировать друг друга. Some of you may be very expert in book distribution. Кто-то может хорошо распространять книги, Some of you may be very expert in cooking. кто-то хорошо готовит, Some of you may be very expert in deity worship. кто-то поклоняется божествам замечательно. We train up others who are not so expert. Нужно обучить других, чтобы они также стали опытными. And then we'll all become expert. И тогда мы все станем опытными. Prabhupada, when he opened the first temple in New York, he trained his first disciples in everything. А когда Прабхупада открыл впервые храм в Нью-Йорке, он сам лично обучал всему своих учеников. How to cook, how to wear the dhoti, how to put tilak. Как одевать тхоти, как ставить тилоку, как готовить. Actually, the first ashram, Prabhupada used to live in the same ashram as the other brahmacharis. И на самом деле первый ашрам, который появился, Прабхупада жил там вместе с брамачариями в той же самой комнате. They would all stand in the line to go for a shower and all. Они там стояли в очередь, чтобы омовение принять. So he trained up, and then his disciples trained up others, and this is how the parampara goes on. И так его ученики обучили других, и так продолжается парампара. So we must practice both cleanliness, internal and external. Итак, мы должны практиковать как внутреннюю, так и внешнюю чистоту. We should keep our temples very clean. Храмы должны быть очень чистые. The entrance of the temple very clean. Вход в храм должен быть чистым. Prabhupada, when he would visit the temple, he would walk around and see how clean the temples were. Прабхупада, приезжая в какой-нибудь храм, он ходил по всему храму и смотрел, насколько там поддерживается чистота. And he would see any dirt in the temple area, he would be very upset. Когда он видел хоть какую-то грязь, он был очень расстроен. So cleanliness should be practiced. Итак, необходимо практиковать чистоту. Even materially, cleanliness attracts people, isn't it? Даже с материальной точки зрения, чистота привлекает людей, правда? Well, you see some clean lawn, you see a nice clean building, you get attracted to it. Если красивое здание, убранное, все внутри также чисто, то это привлекает людей. So Krishna's temples, etc., should be the cleanest. И, конечно, храмы Кришны должны быть самыми чистыми. Then simplicity. Далее простота. That we discussed yesterday. Об этом мы говорили вчера, поэтому дальше идем. Then celibacy. Целибат. This is explained by Prabhupada in the purport. Is brahmachari, and it was a grihastha. He also lives according to religious principles. Как Прабхупада в комментарии, как брамачари, так и грехаска живет в соответствии с религиозными принципами. Then ahimsa. Ahimsa means non-violence. Далее ахимса. Ахимса значит неприменение насилия. A devotee doesn't want to commit any violence on anyone. Преданный не хочет причинять никому никакого насилия. In the case of Jad Bharat, we saw that he would not even step over an ant. В случае с Джада Бхаратой мы видим, как он даже не хотел наступать на муравьев. Да? You know that story from the Chaitanya Charitamrita about the hunter Знаете историю об охотнике из Чайтанья Чаритамриты, who got rectified by Narada Muni's association, который исправился благодаря общению с Нарадой Муни, and then he became so careful he would not even step over an ant. и потом дальше, впоследствии он стал таким аккуратным, что не наступал даже на муравьев. So a devotee is non-violent. И так правда. So this is very important. We speak words that are truthful. Это очень важно, когда мы говорим правдивые слова. Where is this real truth available from? Откуда можно получить истинную правду? From the Lord Krishna. От Господа Кришны. Krishna says, Mata Partham Sarnyat Kinchit Nasi Dhananjaya. The real truth, the highest truth is coming from me. Кришна говорит, что высшая истина исходит от меня. So speak words that are truthful. Итак, произносите правдивые слова. So this should be very clearly understood. И это необходимо понять очень четко. The beginning of truthfulness is accepting the words of the Lord as they were spoken. Начало правдивости — это повторять слова, которые были произнесены Господом. An extension of that is accepting the instructions as they were given. Далее принимать те наставления, которые нам даются, как они есть. An extension of that is
being truthful in our behavior with other Vaishnavas. Следующее – это быть правдивым в поведении с другими вайшнавами. Truthfulness is one of the 4 ingredients of religion. You know that? Знаете, что правдивость – это один из столпов религии? You know it? And Kali Yuga, truthfulness to some degree is still there. И в Кали-югу до какой-то степени присутствует правдивость. The last leg of religion still there in Kali Yuga. Это последняя нога религии, это правдивость. That means that if we present the truthful philosophy of Godhead, some people will take to it. Это означает, что если мы будем проповедовать правдивую философию Господа, то какие-то люди обязательно ее примут. Like all of you, you are not allured into Krishna consciousness by some false promise. Например, все вы, вас же не привели какими-то ложными обещаниями к сознанию Кришны. Did anyone ever tell you, become Krishna conscious and you'll get a ticket to America? Кто-нибудь вам говорил, проповедовал так, что если ты придешь в сознание Кришны, тебе там дадут билет в Америку. Did anyone tell you that? Такое было, нет? No one told you that. You were clearly told this is the philosophy and you still got attracted to it. Вам четко изложили суть философии, и вы привлеклись ею. Even though you had a completely different background. Хотя, если посмотреть ваше прошлое, то там совершенно другие цели и ценности. Even though this philosophy at that first hearing must have sounded almost impossible to execute. И даже хотя было так, что когда вы услышали эту философию, вам показалось, что ее очень трудно, невозможно исполнить. But because the truthful message was presented, therefore the sincere seekers have taken to it. Но так как правда была представлена без искажений, то искренние искатели правды, они приняли ее. In material world, people do not know what's the meaning of pravda. В материальном мире люди не знают, что такое настоящая правда. Just like in Russia, they have a paper called Pravda. В России есть такая газета под названием «Правда». It was the leading paper in the communist days. Это была самая известная газета во время коммунистического строя. Да? I'm sure you must have read a copy of that in Kazakhstan also. Наверное, в Казахстане подобное было, да, раньше. So they called it Pravda. Итак, название газеты «Правда». So was that Pravda? Но была ли там правда? Is today's Pravda Pravda? Сегодняшняя правда это правда или нет? Нет. Naša Bhagavad Gita это Pravda. Our Bhagavad Gita is the real Pravda. So the point is, real Pravda is the real truth. Правда это истина. So Krishna says, one of the austerities of the time, Распространять книги, но кто будет их читать? we tend to doubt the value and the potency of the truthful message of Godhead. Мы иногда сомневаемся в ценности и силе послания Бога. But we should not do that. Но мы не должны сомневаться. We have to have faith that if the truthful message of Godhead will be presented, the sincere seeker will take to this path. Мы должны иметь веру, что если представить правду так, как она есть, то искренний, тот, кто ищет искренне, он примет ее. So speak words that are truthful. Итак, произнесите правдивые слова. At least when you're dealing with Vaishnavas. По крайней мере, когда вы общаетесь с вайшнавами. At least when it comes to applying the philosophy. По крайней мере, когда дело доходит до повторения философии. At least when it comes to following the spiritual instructions. По крайней мере, когда дело доходит до следования духовным наставлениям. So practice truthfulness. Итак, практикуйте правдивость. Prabhupada once told a story that there was a professional thief. Прабхупада рассказывал историю об одном профессиональном воре. So he had gone on a pilgrimage with his friends. Он отправился со своими друзьями в паломничество. So he said, now I'm going on a pilgrimage to Haridwar. I'm not going to steal here. When you go on pilgrimage, you have to be very Он сказал, safe. я отправляюсь в паломничество в Хаridwar, и я, конечно же, не могу воровать, то есть я должен на время забыть о воровстве. But he had this habit of stealing. Но у него была эта привычка воровать, So he didn't know what to do. и он не знал, что делать. So while everyone was sleeping in the night, he got up in the night. И так, когда все уснули, он инстинктивно проснулся ночью. He went to everyone's bed, the suitcase, in order thinking he should steal it. Он подошел к сумкам и уже хотел там взять что-то оттуда.
But he said, no, I'm in a holy place, so I should not do Он it. подумал, ну нет, я же в святом месте, нельзя. So what he did, he took A's luggage and kept it near D's luggage. He took D's luggage and kept it near C's luggage. He took C's luggage and kept it near in the other corner. И он просто что делал ночью, он брал одну сумку, ставил ее на место другой, потом брал ту, ставил на место другой, все перемешал. So in the morning when people got up, everyone saw his luggage was missing. And so his luggage, somebody else's luggage was there. И когда люди утром встали, они увидели, что вместо их багажа там другой. И так далее. So then they were all surprised. И они все были удивлены. Then the thief admitted. He said, I'm in the habit of stealing. So here I didn't want to steal, so I just mixed everyone's luggage around. И тогда вот признался, ну я не могу, у меня такая привычка воровать, и чтобы не воровать, я просто все переставил. So we all come from a background of untruthfulness. Итак, мы все происходим из такого, у нас все прошлое, оно не связано с правдивостью. Pravada? So when we come to spiritual life also, it takes a little time to get adjusted to truthfulness. И когда вы практикуете духовную жизнь, также займет какое-то время, чтобы быть полностью правдивым. But we should practice truthfulness. Но мы должны практиковать правдивость. Then Krishna says another austerity of the tongue is pleasing. Далее, Кришна говорит, аскеза речи — это говорить слова приятные. Speak words that are pleasing. Произносить приятные слова. Now what does this mean? Кто знает, что это значит? Does this mean you scratch my back, I scratch your back? Можно ли сказать, что это я чешу тебе спину, ты чешешь спину? I know. In some temples you see, I won't say about it. Okay, so pleasing means you speak the truth, but you speak it in a pleasant manner. То есть суть в том, что вы говорите правду, но вы говорите ее так, приятным образом. Speak words that are truthful, but in a pleasing manner. Вы говорите правду, но говорите это приятными словами. Just like, say you want to correct another devotee. Например, вы хотите поправить другого преданного. You can say, you're a fool. Don't you know this is foolish the way you're doing? Можно сказать, глупец, ты что, не знаешь, что так поступают только глупцы? Idiot. Идиот. Or you can tell him in a nice way. Или можно сказать это приятным образом. Prabhuji, the same thing can be done in a slightly better way. Прабхуджи, это можно было бы сделать чуть-чуть получше. It's not that we compromise on the philosophy. Вы не идете на компромисс с философией. It's not that we compromise on the principle of truthfulness. Вы не идете на компромисс с принципом правдивости. But we do it in a pleasing manner. Но вы делаете это приятным образом. So Vyasadeva is very blunt. Так, Вьясадева был очень Very blunt, outspoken. Вьясадева был очень таким прямым. The Bhagavatam is very outspoken, as you know. Как вы знаете, Бхагаватам все говорится очень ясно. Like in the second canto of the Bhagavatam, it is said, Swabhed Varahosa Kare Samsuta Purusha Pushu, that men who are like dogs, hogs, camels and asses are busy glorifying others who are also like dogs, hogs, camels and asses. Во второй песне Бхагаватам Шрила Госвами говорит, что люди, подобные ослам, коровам, кошкам и собакам, они видят, they glorify others. Они прославляют таких же, как они, ослов, верблюдов, кошек и собак. Понимаете? So suppose you go to preach and you say, dear dogs, hogs, camels and asses, please listen to me. Например, вы отправляетесь проповедовать и говорите, дорогие ослы, коровы, кошки, собаки, послушайте меня. So people won't like it, isn't it? Людям это не понравится, правда? But if you told them in a nice way, that the activities of gross materialism are similar to the activities of animals, then they may not mind it. То есть вы скажете приятным образом, что их деятельность не отлична от деятельности животных, то они так или иначе могут принять. It's very important that we understand this aspect of austerity of the tongue. Это очень важно, чтобы мы поняли этот принцип аскезы языка. Because we misuse the tongue a lot.
Потому что очень часто мы неправильно используем язык. We use the tongue for prajalpa. Мы используем его для праджалпы. We use the tongue for insulting others. Мы также используем его, чтобы оскорблять других. We use the tongue for unnecessary talk. И используем его для ненужных разговоров. So Krishna is so kind. He's telling us what is the austerity of the tongue. Итак, Кришна очень добрый, он нам объясняет, что такое аскеза языка. In India, there are some people who think that the austerity of the tongue is to seal the tongue. Seal, not talk. В Индии есть такие люди, которые считают, что аскеза языка является молчанием. Like on Ekadasi, we don't fast from grains, we fast from grains. Например, на Экадаши мы воздерживаемся от зерна. So there are some people who say, one day a week, I'm not going to talk. И есть такие люди, которые говорят, вот в этот день недели я вообще не буду говорить. So they fast, they don't talk. И так они постятся, они не говорят. They say this is austerity of the tongue. Они говорят, такова аскеза языка. But we don't buy that. Но мы не принимаем это. I once went with Prabhupada in 75 to a big Kumbh Mela in Kurukshetra. Я увидел однажды Прабхупаду, я встречался с Прабхупадой на Кумб-Меле в 75 году. There were thousands of visitors, many sadhus there. Там было тысячи гостей и много-много саду. So one sadhu, he had not spoken for 14 years. И один саду не разговаривал на протяжении 14 лет. So everybody was coming and going to see him. Все отправлялись, чтобы повидать его. He hasn't spoken for 14 years. Он не говорил 14 лет. And someone told Prabhupada, you should see him. И кто-то из учеников сказал Прабхупаде, Прабхупада, вы тоже должны посмотреть на него. But Prabhupada was not at all impressed. Но Прабхупада даже внимания не обратил. Prabhupada said, if you have a tongue, use it to glorify Krishna. Прабхупада говорит, если у вас есть язык, нужно его использовать, чтобы прославлять. Not that you seal it up. А не для того, чтобы его Stitch it. закрыть. Seal it. Stitch it, stitch it. Зашить. Okay. So, if you have a tongue, speak words that are truthful, speak words that are pleasing. Итак, если у вас есть язык, нужно говорить слова правдивые и приятные. Okay. The truth has to be spoken, but spoken in a pleasing manner. Итак, правду нужно говорить, но нужно говорить ее приятным образом. They say the truth hurts. Говорится, что правда обжигает. Don't they say that in the material world? Что-то подобное есть? Да. But we say the truth doesn't hurt if it is spoken in a pleasing manner. Но мы говорим, что правда не горька, если ее сказать приятным образом. So when you devotees go to preach, speak the truthful message, but speak it with a humble frame of mind. Итак, вы преданные, когда вы отправляетесь проповедовать, говорите правду, но говорите ее в смиренном настроении ума. With a straw in your mouth and all humility, speak the truthful message of Godhead, but in a pleasing manner. Итак, возьмите солому в рот и очень смиренно говорите слова Бога, то есть правду, истину, но говорите это очень смиренно. And then you will find that you get a receptive audience. И тогда вы увидите, что кто-то будет вас слушать. But if you go to the audience and just talk as if you're talking to few kids, then they won't listen to you with much attention. Но если вы придете и начнете разговаривать с людьми, как будто вы с какими-то необразованными детьми там разговариваете, то они вас, конечно, слушать не будут. So we should, when we go out to preach, especially when you go in public forums, individual forums, we should take advice from what Krishna is saying in this verse. Итак, когда мы идем проповедовать, мы проповедуем на публику или мы проповедуем индивидуально, мы должны воспользоваться тем, что Кришна советует нам в этом стихе. Krishna says, speak words that are truthful and speak words that are beneficial. Кришна говорит, говорите слова приятные, правдивые и те, которые благоприятны, приносят. Then speak words that are beneficial. Далее нужно говорить благотворные слова. Beneficial. So what is beneficial? Что это значит? Beneficial is the holy name of the Lord. Что является благотворным, это святое имя Бога. Speak words that will help one in achieving the goal of life. Нужно говорить слова, которые помогут человеку достичь цели жизни. So when you talk about Krishna,
The name Krishna is so powerful, knowingly or unknowingly, anybody who takes to it gets benefit. Когда вы произносите имя Кришны, оно настолько могущественно, произнесете вы его, зная или не зная, оно принесет благо. You all know the story of Ajamil? Все знают историю Аджамила. Yeah. How Ajamil had named his younger son Narayan and how he benefited. Как он произносил имя младшего сына Нараяна и получил благо. Ajamil, so in the Bhagavatam 6th canto it is said, the holy name of the Lord is so powerful, knowingly or unknowingly, anyone who takes to it benefits. В шестой песне Бхагаватам говорится, что имя Господа очень могущественно. Произносит его человек, зная или без знаний, он получает благо. I think I probably told you this story before, but I'll tell you again. Я уже рассказывал эту историю, но я хочу повторить. Once in 1973, a movie was made by a big movie star in India. В 1973 году был снят фильм одной звездой, про одну звезду в Индии, кинозвезду. Believe it or not, the name of the movie was Hare Rama, Hare Krishna. Можете поверить, можете не верить, но фильм назывался Харе Рама, Харе Кришна. It wasn't Hare Krishna, Hare Rama, but Hare Rama, Hare Krishna. Он, конечно, не назывался Харе Кришна, Харе Рама, но он хотя бы назывался Харе Рама, Харе Кришна.